Почему ребенок постоянно чешет нос и чихает? Почему ребенок постоянно чешет нос и чихает? Зуд в носу – навязчивое состояние, вызывающее дискомфорт и сопровождающееся чиханием, слизистыми выделениями, слезотечением или отеком слизистой. Появление зуда в носу может быть обусловлено внешними и внутренними причинами. Ребенок чешет нос. Причины зуда в области носа. Существует ряд наиболее распространенных причин, из-за которых у ребенка постоянно чешется нос. Они характеризуются особенностями проявления и дополнительными симптомами. Патологические процессы. Среди причин зуда у детей могут быть инфекционные заболевания. Это, к примеру, грипп ОРВИ. Кроме зуда, наблюдается повышение температуры тела, слабость, снижение аппетита, грибковые инфекции. Это чаще всего микоз и кандидоз. Если ребенок еще и чихает, тогда, скорее всего, у него именно грибок, воспалительное заболевание. При этом у малыша усложняется дыхание, поднимается температура, и он может сильно расчесать крылья носа. У девочки насморк и зудит нос. Аллергическая реакция – самая распространенная причина, по которой чешется нос у новорожденного грудничка. Наличие в помещении, где он проживает, каких-то аллергенов. В качестве одного из них чаще всего выступает обычная пыль. В этом случае поводов для беспокойства нет, нужно всего лишь регулярно проводить тщательную уборку комнаты. Также в качестве аллергенов могут выступать шерсть кошек и собак, пыльца растений, особенно в июне месяце, некоторые лекарственные препараты, бытовая химия, еда. Совет. Если ребенок постоянно чешет нос, необходимо попробовать выяснить, что является провоцирующим фактором. Сделать это достаточно легко, нужно поочередно предотвращать взаимодействие малыша со всеми потенциальными аллергенами. В результате будет определен тот, что вызывает зуд в области носа ребенка. Определить, что ребенок постоянно трет свой нос именно из-за того, что находится в контакте с аллергеном, можно достаточно легко. Аллергия обычно имеет дополнительные симптомы: беспричинное слезотечение, покраснение глаз, белков, отечность лица и головы, изменение оттенка верхнего эпидермиса. Обратите внимание, очень редко бывает, когда ребенок часто чешет нос из-за аллергии, но у него отсутствуют дополнительные проявления. У девочки аллергия на пыльцу, перенесенные травмы носа. В качестве причины зуда в носу ребенка могут выступать перенесенные травмы. Это особенно характерно для детей в возрасте от 2 до 5 лет, которые очень активны, но еще не умеют контролировать свои действия. Их вестибулярный аппарат развит недостаточно. Дополнительная информация. В этом случае необходимо обработать рану антисептиком. Это устранит находящиеся в полости бактерии, которые усиливают неприятные ощущения и способствуют развитию осложнений. Дерматологические заболевания. При инфекциях сильно раздражаются участки кожи, на которых присутствуют микроорганизмы. Чаще всего зуд в полости носа и то, что ребенок начинает его расчесывать, провоцирует такие заболевания: экзема, сикоз, дерматоз, чесотка. Важно! Самостоятельное лечение любой патологии не имеет смысла и даже несет вред. Точно диагностировать заболевание может только доктор. Мальчик вытирает нос. Состояние окружающей среды. Зуд и чихание в носу ребенка могут появиться в результате воздействия на носовую полость, чрезмерно низких или высоких температур, сухого воздуха в помещении и плохой экологии. Евгений Комаровский рекомендует поставить в детской комнате увлажнитель воздуха. Характеристика симптомов. Источник проблемы можно распознать по клинической симптоматике, выявленной при врачебном обследовании. Необходимо выяснить следующие особенности: локализацию, внутри или снаружи, с одной или обеих сторон носа, распространенность, локальный зуд или охватывающий несколько анатомических зон, выраженность, зуд интенсивный, умеренный или слабый, продолжительность и частоту, кратковременный или длительный, периодический или частый. Если ребенок трет нос постоянно, это может быть началом нервного тика, зависимость от внешних и внутренних факторов, контакт с аллергенами, холодным и сухим воздухом, прием определенных продуктов. Особенно это важно в первый месяц жизни младенца. Ситуации, когда не стоит беспокоиться. Если ребенок чешет свой нос, то этому причиной могут служить ситуации, которые не требуют медикаментозной терапии, так как проходят самостоятельно по мере устранения провоцирующего фактора. Поводы, способствующие развитию данного симптома: влияние высоких и низких температур, пересушенный воздух в помещении изначально,
Вызывает зуд в носовых ходах, что впоследствии приводит к неоднократному чиханию. Плохая экологическая обстановка может вызывать насморк у ребенка, в то время как взрослые люди не испытывают дискомфорта из-за того, что они адаптировались к этой ситуации проникновения воды во время принятия ванны или средств косметического ухода. Прорезывание первых зубов и грудничка нередко сопровождается зудом в носу и зрительных органах, он может из-за этого постоянно просыпаться. Тревожные признаки. Несмотря на то, что заболевания, вызывающие неприятные ощущения зуд в носовых проходах, имеют разную природу происхождения, их клиническая картина обладает схожей симптоматикой. Она проявляется таким образом: появляется повышение температуры тела, из носовых ходов увеличивается отделение слизи, нарушен сон. У малыша болит ухо, образуются корочки, ребенку хочется постоянно почесать нос, появляются кожные высыпания, которые вызывают болевые ощущения, сильно чешутся, возникает головная боль, малыш начинает сильно плакать. У девочки насморк и простуда. Диагностика патологии. Установить точную причину, почему ребенок постоянно чешет нос, удается при комплексной диагностике. Помимо клинического обследования с передней и задней риноскопией, могут понадобиться результаты дополнительных методов исследования общего и биохимического анализа в крови, проб с аллергенами кожными, ингаляционными, эндофиброскопией, рентгенографией, томографией. Дополнительная информация. План обследования устанавливается отоларингологом в индивидуальном порядке. При необходимости привлекаются смежные специалисты, аллерголог и дерматолог. Что делать для устранения? Поняв причину зуда, почему грудничок нос трет, несложно определить перечень мероприятий по его устранению. Общие рекомендации включают минимизацию влияния провоцирующих факторов, исключение аллергена, контакта с пылью, дымом, холодом, сухим воздухом. Параллельно осуществляют медикаментозную коррекцию. При аллергическом рините назначают препараты в виде капель или спрея, антигистамины, кромоны, кортикостероиды, деконгестанты, солевые растворы. Промывание носика ребенку, когда стоит обратиться к врачу. Кроме самого чувства зуда, чаще всего присутствует и ряд других симптомов. Ребенок может ощущать жжение, боль и покалывание в носу и на его крыльях, заложенность горла, насморк, покраснение и отечность слизистой оболочки носа и рта. Характерными симптомами также выступают аллергические высыпания, чихание, слезоточивость, повышение температуры тела, кашель, выделение слизи из носовых ходов. В целях получения лечения необходимо обратиться к терапевту, аллергологу, отоларингологу. Как унять зуд самостоятельно? Жжение редко связано с чем-то серьезным, чаще всего оно является признаком аллергии или начинающегося насморка. Снизить выраженность симптома можно промыванием носа, солевым раствором, поддержанием достаточной влажности в детской комнате, размягчением корочек, прогреванием носа и пазух только если нет температуры, применением сосудосуживающих препаратов. Важно! При ухудшении симптомов использования любых препаратов необходимо прекратить и обратиться к доктору. Профилактика заболеваний. Чтобы обезопасить ребенка от зуда носа, стоит придерживаться следующих правил: следить за гигиеной малыша. Грибковые и кожные заболевания развиваются достаточно быстро, поэтому стоит всегда быть начеку. Наблюдать за рационом малыша и его иммунитетом. Регулярно проветривать помещение и выполнять влажную уборку. Проводить больше времени на свежем воздухе. Врачи рекомендуют как детям, так и взрослым уделять не менее 1,5–2 часов прогулки. Использовать специальные марлевые повязки на улице во время пика ОРВИ, особенно это касается мест скопления людей, общественного транспорта. Для профилактики можно применять специальные растворы для промывания носа. Это позволит моментально избавиться от возможных аллергенов и защитить ребенка. В помещении должен поддерживаться оптимальный уровень влажности. Зуд в носу – достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются многие пациенты. Причиной симптома могут быть различные состояния, от достаточно банальных и легко устранимых до серьезной хронической патологии. Поэтому для решения вопроса всегда стоит обращаться за помощью к врачу. Видео